Вечер в карцер. Я Гиркин Игорь Баландович. С некоторых пор меня так теперь называют. Погоняло Картавый. Записываю это видео на скрытую камеру, которую мне удалось незаметно пронести в СИЗО в секретном межбулочном пространстве. Точно таким же образом мне удалось пронести еще и треногу для камеры, но ее пока достать не получается. Она упирается изнутри 3 ногами. Что произошло? Если в 2 словах, меня обвинили в экстремизме. Якобы я в своих высказываниях слишком экстремиздил наше высшее военно-политическое руководство. Более того, откровенно смешивал Путина с дерьмом. Извините за тавтологию. Каюсь, был неправ. Я же не знал, что вместо того, чтобы записывать свои видеоролики, нужно было молча с оружием попереться на Москву. Тогда бы меня точно не арестовали, наверное. Но это не точно. Ну что сказать, взяли меня по классике. Дождались, пока я решил сходить по-большому. Резко вломились в квартиру. Я даже штаны не успел снять. Но сходить при этом успел. Тыкнули мне в морду какую-то бумажку. Я сказал, благодарю, уже не надо. И вообще, где вы были 8 минут назад, когда я только планировал домбить унитаз? Короче говоря, запихнули меня в автозак и повезли в Лефортово. Всю дорогу ехали с открытыми окнами. И, как вы понимаете, вовсе не потому, что было жарко. По прибытию привели меня в камеру. Я, как человек авторитетный, сразу же занял самое козырное место возле параши. Потому как других мест в одиночной камере просто нет. Ночь прошла довольно сумбурно. В целях предосторожности решил спать стоя, так как понимал, что кровать, скорее всего, отравлена. Следующий день в СИЗО прошел более-менее. Давайте по порядку. Проснулся я с первыми петухами. В смысле, довольно рано. В 8 утра мне принесли мой завтрак. Хотя по вкусу это, скорее всего, был не завтрак, а чей-то позавчерашник. После этого меня, голодного, отвели на допрос. Следователь в грубой форме дал понять, что расколет меня максимум за 3 допроса. Я решил наломать этому черту малину и раскололся уже на 1-м. После допроса меня отвели на общую прогулку. Кстати, прогулка в СИЗО очень напоминает нашу спецоперацию. Ходим по кругу и ни хрена не делаем. А начальство сверху молча наблюдает за этим бессмысленным процессом. Сейчас, извините, мне нужно прерваться, что-то идет. Гиркин, ты с кем там базаришь? Ни с кем. Просто разговариваю сам с собой. Ты чё, идиот? Да, я так сам себе только что и сказал, дебила кусок. Не понял, это ты мне? Нет, это я продолжаю беседовать с собой, чмо вонючее. Если вас не затруднит, оставьте меня со мной наедине. Фух, вроде ушел. Это, кстати, смотрящий. Хороший мужик. Я его называю трижды смотрящий. Во-первых, он здесь смотрящий. Во-вторых, у него фамилия смотрящий. А в-третьих, он постоянно смотрит мои видеоролики. Получается, он смотрящий, мои ролики смотрящий. Кстати, если вам интересно, в соседней камере сидит Суровикин. Не верите? Смотрите. Эй, Суровикин! Отвали, клоун. Ой, не та камера, с другой стороны. Эй, Суровикин! Что? Это ж ты? Я? Если это реально ты, стукни по стенке 2 раза. Да не рукой, головой. Ну вот, как я и говорил, это все, что он умеет делать своей головой. Что еще рассказать? Вчера ходил в общий душ. До сих пор не могу понять, каким образом я умудрился уронить жидкое мыло, но эффект был, как будто я уронил обычное. Но я на этих уродов зла не держу. Сам наклонился, сам виноват. Тем более есть в этом и положительный момент. Наконец-то почти удалось выковырять треногу для камеры, которую я не смог достать еще тогда в первый день. Ну ничего, еще пару походов в душ и ролики будет записывать гораздо удобнее.
Ну, все, буду заканчивать, потому что если кто-то увидит, что у меня в камере есть камера, то мне эту камеру, скорее всего, засунут в одно место. А хотя чего я волнуюсь? Я же ее и так все время там прячу.